Всем привет! Рада вас видеть на своем канале. Сегодня у меня заготовки в морозилку из теста. Все эти рецепты я взяла на мастер-классе. Конечно, долго хранить такую продукцию в морозилке нежелательно, но очень удобно, когда у вас намечается большое количество гостей. Достал, приготовил и все готово. Можно сэкономить время. Первая моя заготовка – это слоеное тесто. Делаю для слоеных лепешек и слоеной самсы в виде капельки. Все рецепты оставлю в описании для вас. Из 2 килограммов муки у меня вышло 10 слоеных лепешек и 44 самсы. Тесто обязательно ложить в пакет, так как оно может заветриться у вас. Поделила я на 4 части, поставить 15 минут. Оставляем на 15 минут опять и снова будем раскатывать. У меня здесь масло жайлау. Сейчас я его растоплю в микроволновке. Ставим в холодильник. На самсу мы тоже растопили масло жайлау. Сейчас смажем тесто. Проделаем все то же самое, что со слоеными лепешками. Только мы лук не будем посыпать, а будем заворачивать без ничего. Вот так, когда заворачиваете, прям тянете. Можете вот так вот свернуть и поставить в холодильник, чтобы масло немного застыло, потом нарезать. Я хочу сейчас прям сразу нарезать. Так, вы можете взвешивать кусочки. Каждый кусочек должен получиться по 45 грамм. Я делаю на глаз, но если хотите, чтобы у вас одинаковые красивые получились, одинакового размера, то лучше, конечно, взвешивать на маленьких весах. Так, из одного теста должно получиться где-то 20 штук. Здесь вот у меня 20 штук. Это в холодильник, чтобы масло застыло, потом будем самсушки делать. Я достала его с холодильника, сейчас будем катать по тернам. Вот такого примерно размера у вас получаются лепешки. Одна лепешка поместится в одноразовый пакет. Пожалуйста. Можно вот так вот заморозить. У меня есть большой пакет, я буду все лепешки складывать туда друг на дружку. Также можно, если у вас есть пергаментная бумага, можно разрезать на квадратики и ставить на пергаментную бумагу вот так слоями.
У меня фарш уже готовый был. Я делала манты, и фарш у меня остался. Поэтому я использую его. На полкило фарша идет килограмм лука. Вот здесь прям соединяете. Так вот слепляете. Перед тем, как положить в духовку, нужно смазать сверху яйцом и посыпать кунжутом. Хорошо нужно скрепить, чтобы не раскрылось. Самсы капелька вышло 4 противня у меня. Далее у меня идут китайские куриные спринг-роллы. Для этого я буду жарить куриное филе, овощи. Также ставлю картофель на сигара-бурек. Сюда положила немного соли и кусочек сливочного масла. Кладу сюда немного зелени, сыр. Через терку у меня натертый. Обжариваю овощи, капусту, морковку, болгарский перец и лук. Добавляю специи, соль, перец и соевый соус. Смешиваю с курицей, начинка наша готова на спринг-роллы. Спринг-роллы буду заворачивать в рисовую бумагу, предварительно замочив в воде. Почему она сломанная, это у меня вышло? Сюда хочу положить немного кунжутика. Так, лист сначала опускаем в воду. Сейчас она станет мягче. Вкручиваем и швом вниз. Бери курица. Дай Вверх курица. курица, мягкая курица. Далее я делаю тесто на сигара-бурек и на бурек со шпинатом. Вот наше тесто готово. Сейчас положим в пакет на 15 минут. Вот наше тесто постояло 15 минут. Делим тесто на круглые шарики по 100 грамм. Должно из 1 килограмма выйти примерно 16. Здесь у меня ровно 16 штук вышло из 1 килограмма муки. Сейчас пару минут постоят и можно уже катать. Здесь у меня 100 грамм кукурузного крахмала и 100 грамм муки. Сейчас будем этой смесью посыпать. Будем сразу одновременно катать 3 лепешки, 3 шарика. Можете побольше посыпать. Советую посыпать побольше муки, иначе у вас все прилипнет. Кукурузный крахмал мы используем для того, чтобы они были более хрустящими после жарки. Вот, а видите, тонкое тесто прям аж просвечивает. Это можете поделить на 4 части, можете на 3. Я вот на 3 поделю. Потому что, мне кажется, на 4 совсем маленькие. Все по-разному. Кому нравятся маленькие, то можно на 4 поделить. Советую картошки ложить совсем немного, не так, как вы видите у меня на видео. Во-первых, у меня картошки не хватило, во-вторых, при жарке половина картошки вылезла наружу.
Далее у меня идет бурек со шпинатом и сыром фета. Тесто я раскатала и поделила на 3 части. Этот противень у меня полностью из фарша, так как шпинат у меня был всего лишь 1 пучок. Далее я делаю тесто на уйгурскую самсу. Вот наше тесто. Сейчас положим в холодильник на час. На час постояло у нас. Так, пошмякаем его. Начинка для уйгурской самсы у меня куриное филе, лук, картошка и специи. Вот наше тесто. Сейчас будем делить его на кусочки, на маленькие шарики. Каждый шарик должен быть 45 грамм. Мам, какой красивый. Какой красивый? Что красивый? Какой? 46 грамм вот. 46, нормально. Вот у меня вышло 16 шариков. Сейчас они постоят и начнем катать. Можно сразу все раскатать, потом лепить как вареники. Можно по отдельности, по одному. Раскатываем примерно 11 сантиметров. Так, накладываем фарш. Когда будем ложить в духовку, смазываем яйцом, как обычно. Можно посыпать кунжутом черным, либо белым. На мастер-классе делали шаблоном 11 сантиметров. Я не стала вырезать шаблон и сделала на глаз. Так, вот здесь у меня 6 штук. И вот еще у меня 10 штук. Вот и все мои заготовки готовы. Достала с морозилки показать вам. Вышло 10 слоеных лепешек. Самсы капелька 44 штуки. Китайские спринг-роллы 10 штук, так как было 10 листов. Уйгурская самса 16 штук получилось. Сигара бурек не считала. Бурек со шпинатом 6 штук, так как был 1 пучок шпината. И из фарша вышло 12 штук. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Я с вами буду прощаться. До следующего влога. Всем пока-пока.